Путешествуя по космосу, мы сталкиваемся с разными преградами. Сверхновые, фонтаны гамма-излучения, гравитационные цунами. Какие только силы природы не преграждают нам путь. Но однажды может случиться нечто более страшное. Мы не сможем пробиться в небо собственной планетой. Дорогу космическим кораблям отрежет обычный орбитальный мусор, о котором мы знаем, но не очень-то его опасаемся. Однако существует такое понятие, как синдром Кеслера, который описывает ужасный сценарий. С чем он связан? И как сделать в небе генеральную уборку, чтобы трагедии не произошло? Давайте поработаем космическими дворниками и все выясним. Ученые говорят, что вакансии уже открыты. Инструмент можно подобрать себе по вкусу. Как вам гарпун, лазер или традиционный мусоровоз? Предпочитаете нечто более космическое? Обратите внимание на Юпитер. Да, но при чем тут газовый гигант Солнечной системы? Узнаем об этом на рабочем месте. Прежде чем приступить к уборке, взглянем на орбиту глазами профессионалов. Мы привыкли представлять ее как свободное пространство, по которому изредка проплывает какой-нибудь спутник. На самом деле орбита уже давно превратилась в настоящую свалку. Небесный хлам копится с 1957 года, когда был запущен первый спутник Земли. Согласно данным последнего исследования, 170 миллионов объектов техногенного космического мусора кружит по орбите Земли. Среди них десятки тысяч кусков размером с мяч для софтбола. Мелкие же фракции составляют не меньшую опасность, чем крупные. Только представьте крупнокалиберную пулю, движущуюся со скоростью 8-10 км в секунду. При попадании подобной частицы в космический аппарат сила удара будет просто чудовищная. Крошка мусора способна оставить отметину на любом корабле или даже его пробить. Крупные куски могут расколоть аппарат на части, создав облако обломков. Затем всего за пару недель они расползутся во всех направлениях, угрожая уничтожить действующие спутники. Таких аппаратов вокруг Земли очень много. Сейчас на орбите припарковалось около 9000 крупных спутников разных стран. Каждый год к ним присоединяется 20-30 новых станций. Эти объекты выходят из строя не только от старости. Они могут взорваться из-за неисправности. Недавно разрушение ступени индийской ракеты-носителя привело к образованию 300 крупных обломков и бесчисленного количества мелких, но не менее опасных объектов. Многие аппараты вскоре тоже могут разлететься на куски. По некоторым оценкам, только 1/5 часть спутников вполне исправна и нормально функционирует. Добавляют мусора и небесные ДТП. Так, в 2009 году российский спутник столкнулся с американским. Результаты оказались катастрофическими. Станции были уничтожены, а в космосе появилось более 2000 обломков мусора. В целом, примерно 65% орбитального хлама образовалось из-за аварий на орбите. Космическую свалку постоянно пополняют и разгонные блоки ракет, с помощью которых спутники выводятся на геостационарные орбиты. В их баках остается примерно 5-10% топлива. Оно легко превращается в пар, что нередко приводит к мощным взрывам. За последние годы разгонные блоки более 200 раз вспыхивали в небе. После нескольких лет пребывания в космосе отслужившие ступени ракет также разлетаются на куски. Они, как кассетные снаряды, разбрасывают вокруг себя шрапнель из тысяч мелких осколков. Подобные обстрелы происходят в пространстве уже давно. Еще в 1983 году экипаж шаттла «Челленджер» обнаружил на лобовом стекле своего корабля небольшой след от удара постороннего предмета. Вмятина оказалась всего 2,5 мм в глубину и столько же в ширину, но событие заставило поволноваться инженеров НАСА. После приземления корабля специалисты тщательно осмотрели повреждения и пришли к выводу, что удар был нанесен не какой-то поломанной станцией или ее частью, даже самой маленькой. Наделала бед всего лишь микрочастичка краски, отслоившаяся от какого-то другого космического аппарата. Пострадала от мусора и советская орбитальная станция «Салют-7», поверхность которой была буквально испещрена микроскопическими кратерами от ударов частичек мусора. Чтобы предотвратить такие инциденты, специалисты приняли серьезные меры.
Станция «Мир» и пришедшие ей на смену МКС были оснащены специальными экранами для защиты от атак мелких обломков. Впрочем, это мало помогло. В июне 1999 года МКС имела все шансы столкнуться с куском разгонного блока ракеты, уже долгие годы вращающимся вокруг Земли. К счастью, специалистам Российского центра управления полетами удалось своевременно скорректировать ее орбиту. Обломок пролетел мимо на расстоянии всего 6,5 километров. Спустя некоторое время, в 2001 году, Международной космической станции пришлось предпринимать специальный маневр. Таким образом, еле удалось избежать катастрофического столкновения. Прямо на МКС летел 7-метровый прибор, потерянный американскими астронавтами во время выхода в открытый космос. Да и вот еще важный момент. Если вы не отправились с нами в космическое путешествие, а смотрите это видео дома в уютном кресле, все равно оставайтесь начеку. Космический мусор уже буквально падает людям на головы. Таежные области на севере Канады пострадали от падения советского спутника «Космос-594», а пустынные районы Австралии – от обломков американской космической станции Skylab. Пока это редкие случаи, однако через 20-25 лет, по прогнозам ученых, на поверхность Земли начнет массово сыпаться мусор с орбиты. Такое развитие событий может привести к гибели человечества. Особенно опасны ядерные отходы. При их уборке нам обязательно понадобятся специальные защитные скафандры. Но есть ли подобные отходы на космической свалке вокруг Земли? Да, есть, причем давно, еще с 1964 года. Всему виной тогда был неудачный запуск навигационного спутника США с ядерными источниками энергии на борту. Тогда радиоактивные материалы попали на орбиту, а также рассеялись над акваторией Индийского океана. Даже 1% неудачных запусков – это, по подсчетам специалистов, 900 тонн ядерного мусора, который абсолютно неуправляем. Если во время взлета ракеты произойдет авария, опасные отходы могут оказаться в космосе. Конечно, никого не радует то, что где-то над головой летает смертельно опасный мусор. Но пока весь хлам больше вредит астрономам при наблюдениях с Земли. Дальше станет еще хуже. Такие аппараты, как гигантский Магелланов телескоп и европейский сверхбольшой телескоп, сейчас нацелены на далекие объекты. Обсерватория Веры Рубин, которая должна вступить в строй в 2025 году, будет настроена иначе. Предполагается, что в течение 10 лет телескоп станет снимать все доступное ночное небо, выявляя переходные и переменные объекты, включая кометы и астероиды. Для чувствительной оптики Веры Рубин весь космический мусор может выглядеть как сборище переменных целей. Изображения особенно будут загрязнять многочисленные вспышки орбитального хлама, сантиметрового размера на низких околоземных орбитах. Ожидается, что вспышки миллисекундной длительности от этих объектов приведут к появлению ярких полос на фото обсерватории. Но как мусор может засвечивать снимки? Оказалось, что он активно отражает свет, то есть обладает собственным альбедо. Пока не существует надежного способа это измерить, хотя уже есть интересные предложения. Астрономы из Гарварда хотят привлечь расчеты с учетом радиуса объекта и расстояния до его стороны, освещенной Солнцем. Это позволит отследить долю излучения, которую кусок мусора отражает в небо. Исследователи также выяснили, что количество объектов, которые могут создавать приемлемые полосы на снимках телескопов, очень велико. Оно на порядок превышает число крупных спутников, вращающихся вокруг Земли. Как справиться с этой напастью? Специалисты предлагают оснастить обсерваторию Веры Рубин самым современным устройством, способным в нужный момент приостанавливать съемку. Правда, это на 10% снизит время наблюдения, однако позволит в 2 раза уменьшить появление на снимках полос от спутников. Что ж, у телескопов и есть хорошие шансы справиться с проблемой, а вот для космических кораблей все может оказаться намного хуже. По прогнозам специалистов, вскоре на околоземной орбите появится так много мусора, что сквозь него невозможно будет пробиться.
Отправить, например, пилотируемые экспедиции на Марс окажется опасным делом. Однако это в будущем. Пока при выходе в космос сохраняются как очень рискованные перекрестки, так и сравнительно безопасные пути. Давайте прокатимся по орбите и посмотрим, какие места требуют безотлагательной уборки. Низкая околоземная орбита представляется особенно опасной. Она к нам ближе всего, и там наверняка уже много различных летательных аппаратов. На самом деле сейчас это один из самых комфортных участков пути. И вот в чем его главное преимущество. Чем меньше высота орбиты, тем быстрее обломки тормозятся об остатки атмосферы и сгорают в ее плотных слоях. Для высот от 600 километров, в зависимости от площади и массы аппарата, срок может очень сильно разниться. Но оценки Европейского космического агентства говорят, что за 25 лет любой мусор полностью утилизируется, причем без всякого вмешательства людей. Так что, к счастью, его количество на низких околоземных орбитах, которые используются чаще всего, постепенно уменьшается. Столкновения летательных аппаратов с обломками на еще меньших высотах тоже не очень опасны. В этом регионе любые тела теряют скорость, а с ней свою кинетическую энергию. Затем, как правило, мусор сгорает в плотных слоях атмосферы. А вот с полярными и солнечно-синхронными орбитами с наклоном примерно в 90 градусов и высотой 800-1200 километров все наоборот. Сейчас они являются самым опасным местом в космосе. Туда уже запустили много спутников, поскольку эти области очень удобны для наблюдения за Землей. Однако орбиты пересекаются над полюсами. На таких перекрестках опасность столкновения неизмеримо возрастает, причем катастрофа возможна под любым углом, включая ситуацию лоб в лоб. В данном случае высвобождается максимум энергии, и обломки разбрасывает по самым разным траекториям. На этих орбитах уже летают различные куски мусора. Например, в 2009 году в районе полюса на высоте 789 километров произошло серьезное ДТП. Его устроили давно сломавшийся советский спутник «Космос-2251» и действующий американский «Иридиум-33». В результате вокруг разбросало только 2296 заметных обломков, а микроскопических столько, что их вообще невозможно посчитать. Вскоре эти области орбиты станут еще опаснее. Сейчас для усиления связи создаются так называемые созвездия спутников, то есть рои очень маленьких аппаратов. Компания OneWeb отправит их на полярную орбиту высотой 1200 километров. В планах Starlink обозначены орбиты высотой 1100, 1325, 1130 и 1275 километров. Навигационные спутники работают выше, на средних орбитах. Например, аппараты GLONASS расположены в 3 плоскостях на высоте 19400 километров, GPS — 20180, Бэйдоу, Галилео — 3222 километра. Но даже с учетом возможных поломок, вероятность столкновения аппаратов на средних орбитах очень мала. Спутников там еще не так много, места пока хватает с лихвой. Впрочем, свалки на этих высотах обладают другим неприятным свойством. Нагрев объектов в результате торможения об атмосферу на средних орбитах незначителен. Из-за этого время жизни космического мусора существенно возрастает. Правда, слабое влияние атмосферы, солнечного ветра и притяжения Луны способны постепенно привести к снижению орбит обломков. Но на это может потребоваться не 1000 лет. Выше расположены геопереходные орбиты. Посмотрим, что там творится. Эти места служат парковкой для последних или предпоследних ступеней ракет, выводящих спутники выше. Здесь нет действующих аппаратов и вращается только старый мусор. Специалисты говорят, что вероятность столкновения объектов на этих высотах сравнительно невелика. Геостационарная орбита – другое дело. Она расположена на высоте около 35 тысяч километров и находится над экватором. Очень удобный участок для работы спутников, ретрансляторов и метеорологических зондов.
Туда давно запускают сравнительно много летательных аппаратов. Из этого нетрудно сделать вывод, что здесь накопилось предостаточно обломков. Однако геостационарная орбита обзавелась собственными уборщиками. Хотите познакомиться с коллегами? Тогда придется пожать руку Луне. Своей гравитацией Луна постепенно перетаскивает мусор на орбиту с наклоном 15 градусов. А небольшая симметрия Земли способствует передислокации хлама в район одной из двух равновесных точек. Но если куски мусора при этом оказываются не на круглой, а на вытянутой орбите, все равно возможны столкновения их со спутниками. Правда, скорость удара будет относительно небольшой, до 4 км в секунду. У геостационарной орбиты также есть интересный сосед – космическое кладбище. Звучит не очень привлекательно, но регион нужный. Туда отправляют спутники, у которых заканчивается срок эксплуатации. Используя остатки топлива, аппараты по команде с Земли самостоятельно перемещаются в зону захоронения. Она расположена на 200-300 километров выше геостационарной орбиты. Какие выводы мы можем сделать после осмотра орбиты? Нельзя отрицать, что проблема мусора стоит очень остро. Однако особого ужаса, согласитесь, ситуация не вызывает. К сожалению, некоторые специалисты иного мнения. Захламление орбиты может закончиться жуткой катастрофой. В знаменитом фантастическом фильме «Гравитация» показан сценарий того, как это может произойти. Речь идет об эпизоде, где ракета уничтожает ставший ненужным спутник. Его обломки врезаются в орбитальный аппарат космического челнока и Международную космическую станцию. После этого запускается цепная реакция столкновений, которая выводит из строя все спутники связи примерно за 90 минут. Директор по управлению полетами в лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли назвал эпизод из фильма «Синдромом Кеслера» на астероидах, то есть искусственно накачанным дополнительной силой. Вы скажете, что это всего лишь фантастический фильм, однако большинство ученых считает, что подобный кошмар возможен и в реальной жизни. В 1978 году его описал сотрудник НАСА Дональд Кеслер. Идея синдрома Кеслера проста. Если вокруг Земли слишком много спутников, рано или поздно какие-то из них врежутся друг в друга. После ДТП может образоваться такое количество мусора, что новое столкновение станет неизбежным. В результате катастрофы исчезнет космическая связь, а телескопы полностью потеряют зрение, ослепленные множеством обломков на орбите. Однако главный ужас даже не в этом. Обломки вызовут новые столкновения, и их число станет расти как снежный ком. Вскоре весь мусор, как удавка, затянет орбиту. Сквозь эту пробку не пробьется ни один космический аппарат. Человечество окажется полностью отрезанным от полетов в небо. И этот кошмар, по мнению ученых, уже начался. Облако мусора на орбите со временем становится все более плотным, несмотря на относительно редкие орбитальные аварии. Тем не менее, результаты моделирования неутешительны. Текущая ситуация с космическим мусором является нестабильной или превышает критический порог. По мнению Кеслера, это невозможно остановить. Любая попытка добиться уменьшения числа мелких обломков, скорее всего, потерпит неудачу. Новые фрагменты столкновений будут появляться быстрее, чем прежние сходить с орбиты из-за торможения в верхних слоях атмосферы. Но представим на минуту невозможное. Все запуски спутников отменены. Будем ждать, что орбита со временем вновь станет чистой, как стекло. И не дождемся. В Европейском космическом агентстве подсчитали, что на это уйдут сотни, даже тысячи лет. Да и никто, конечно, отменять запуск спутников не собирается. Компании связи, как мы говорили, наоборот, планируют создание огромных спутниковых мегагруппировок. Они, несомненно, обеспокоены тем, как космический мусор будет влиять на исправность спутников. Чтобы прояснить ситуацию, возвращенные на Землю аппараты специалисты исследуют буквально под микроскопом. У большей части спутников Skylab и Apollo команд обнаружены выбоины, как от пуль. Космический хлам оказался так серьезно вооружен, что позавидуют многие армии на Земле. Также выяснилось, что мусорные войска на орбите более многочисленны, чем ожидалось.
И после каждой аварии в небо летит множество новых обломков. А они, в свою очередь, еще больше увеличивают число ДТП на орбите. Кошмарный сценарий синдрома Кеслера начинает работать в полную силу. В короткие сроки, возможно, всего через несколько недель или месяцев после первых столкновений, ситуация резко ухудшится. Регион вокруг Земли превратится в сплошную кашу из обломков. Впрочем, есть и хорошие новости. Последние исследования говорят о том, что быстрый сценарий катастрофы вряд ли возможен. Ученые выяснили, что одно единственное событие, как в фильме «Гравитация», не способно вызвать масштабные разрушения. Оно точно не сможет спровоцировать катастрофический каскад уничтожения спутников. Чтобы процесс стал похож на сход лавины, потребуется десятилетия. Иными словами, у нас есть время для исправления ситуации. Сейчас ученые уже работают над тем, как очистить орбиту и в дальнейшем минимизировать ее загрязнение. С помощью искусственного интеллекта разработана стратегия защиты близкого космоса от мусора. Она определяет 3 основные цели. Первое – правильное и безопасное расположение спутников для необходимого интернет-покрытия. Вторая – обязательный вывод объектов, которые распадутся на орбите, в безопасные зоны. И третья – проведение любых необходимых разгонов аппаратов или изменения их орбиты без рисков столкновения. Особенно важным считается последний пункт. У любых 2 орбит, находящихся на одной и той же высоте, всегда есть пара точек, где они пересекутся. Длительный дрейф таких спутников делает столкновение неизбежным. Предотвратить катастрофу можно одним способом. Все объекты должны корректировать свои курсы в режиме реального времени. Это возможно лишь при бесперебойной работе систем предотвращения столкновений. Согласитесь, такие жесткие нормы выдержать трудно, тем более что связь может прерваться по многим причинам. И это не только механические поломки спутников. Есть еще факторы влияния на процесс извне. Один из самых страшных – Солнце. Мы воспринимаем его как уникальный источник света, тепла и энергии. Без нашей звезды жизнь на Земле была бы невозможна. В космосе даже на низкой околоземной орбите совсем другая картина. Атмосфера Земли не смягчает там негативное влияние солнечного излучения. Наше магнитное поле тоже не дает гарантии перенаправления солнечных частиц от всех спутников. Это касается геостационарной орбиты, средней околоземной или самой густонаселенной низкой орбиты. Энергетические частицы могут проникать в спутниковую электронику и вызывать электрические неисправности. Они также блокируют радиосвязь в высоких широтах во время бурь. Прямо сейчас Солнце находится на пике своей активности. Количество пятен, вспышек и других свидетельств бурной деятельности светила растет. В связи с этим для спутников возникает огромная опасность всякий раз, когда космическая погода срывается с цепи. Она может вызывать короткое замыкание, различные типы электрических сбоев. Если это произойдет со спутником спонтанно, он, скорее всего, не сможет полностью скорректировать свой курс с помощью искусственного интеллекта или каких-либо других средств. Тогда в небе начнется некая игра сродни русской рулетке. Столкнутся аппараты между собой или нет, вероятность 50/50. Или даже возможность катастрофы окажется выше. Можно предположить, что спутник без управления какое-то время сумеет разминуться с другими аппаратами, но в конце концов произойдет неизбежное столкновение. Все будет зависеть от длительности солнечной атаки. Если она затянется, то при наличии достаточного количества объектов на орбите катастрофы точно не избежать. Но все может оказаться еще хуже. Наибольшую опасность представляет мегамасштабный выброс корональной массы Солнца. Причем такой, что он направлен прямо на нас и имеет самую неблагоприятную ориентацию магнитного поля. Это может привести к беспрецедентной катастрофе, которая выведет из строя все энергосети Земли, вызовет пожары, землетрясения и цунами. На орбите столкнется огромное количество спутников, и тогда самый ужасный вариант сценария синдрома Кеслера станет неизбежным. Количество обломков будет множиться в геометрической прогрессии. Они быстро заполнят всю орбиту.
На разборку этих завалов в лучшем случае придется потратить столетия. Чтобы такого не произошло, нужно незамедлительно очистить пространство вокруг Земли от космического мусора. Это как раз и является целью нашего нынешнего путешествия. Надеваем униформу космических дворников и выбираем тот метод, который больше всего по вкусу. Для этого ученые и инженеры предлагают множество стратегий генеральной уборки на орбите. Давайте пробежимся по списку самых интересных решений. Некоторые из них пришли из седой старины и проверены в течение тысячелетий. Что может быть надежнее? Если вы с этим согласны, то обратите внимание на невод и гарпун, с помощью которых охотились еще до нашей эры. Теперь ученые предлагают использовать их для ловли мусора. Так нужный обломок можно опутать в небе обычной сетью. Это недорогое, удобное устройство, которое легко отправить с любой миссией на низкую околоземную орбиту. Спутники, оснащенные сетями, будут маневрировать по всей орбите в поисках мусора. Их можно использовать многократно, а значит захватывать больше обломков. Разработчики проекта заявили, что сеть даст возможность убрать 136 мелких объектов за 3 года. Японское аэрокосмическое агентство тоже внесло предложение в этом духе. Специалисты разработали электродинамический невод, который способен тормозить скорость небольших космических обломков. Замедление движения мусора приведет к тому, что он начнет падать на Землю и сгорит в ее атмосфере. Однако план с неводами будет хуже работать в отношении крупных объектов. По мнению специалистов, за ними эффективнее охотиться с помощью автоматического гарпуна и буксировать в безопасное место. Ученые из Великобритании предложили свою разработку подобного устройства. Стрела из гарпуна длиной всего в 1,5 метра может удержать обломок весом до 7 тонн. Первый образец гарпуна был отправлен на орбиту, чтобы показать себя в деле. Там он смог развить скорость 20 метров в секунду и захватить цель. Впрочем, охота с гарпуном – дело специфическое, и мало кто с ним знаком. А вот стрелять из рогатки в детстве любили многие. А в роли космического дворника вы можете с пользой применить свои навыки. Технику уборки орбиты с помощью рогатки разработали специалисты Техасского университета. По их плану устройство типа рогатки будет захватывать кусок мусора и выстреливать им по другому такому же объекту. Оба попадут в атмосферу Земли и там сгорят. Старые добрые мусоровозы, которые очищают ваши улицы от хлама, тоже нам вполне понятны и привычны. Ученые решили приспособить этот традиционный транспорт к космической уборке. Представьте себе орбитальный мусоровоз, а вместе с ним перерабатывающий завод. Они быстро наведут порядок. Такой аппарат предложил отправить на небесный субботник сотрудник НАСА Вон Линг. Как выглядит транспортное средство, за рулем которого вы можете вести уборку? Пока это только концепт, который предполагает создание коллектора, распылителя сети для удержания объекта и пункта для его утилизации на околоземной орбите. Учитывая то, что при производстве спутников используется немало ценных металлов, переработка может стать прибыльным делом, особенно если в качестве топлива для сборщика мусора применять ядерную энергию. Это значительно снизит расходы на весь процесс. Порулить в небе мусоровозом, конечно, круто, но есть более привлекательный вариант. Как вам полет на воздушном шаре? Редкая возможность совместить работу с потрясающим развлечением. Концепцию шара разработали специалисты Американского института аэронавтики и астронавтики. По замыслу авторов он должен быть очень большим, размером со стадион. А вот толщиной шар предлагается сделать как мешочек для упаковки печенья. Прочный синтетический материал позволит ему выдерживать многочисленные атаки острых мелких обломков, спутников и крошечных метеоритов. Сверхтонкий шар можно будет сложить в чемодан среднего размера и с любой миссией отправить на орбиту. Потребуется совсем небольшое количество газа, чтобы надуть там шар в условиях вакуума. К нему можно присоединить большие куски мусора с низкой орбиты и отправлять их в безопасное место для утилизации.
Есть еще одно похожее предложение от специалистов из Университета Вирджинии. Они хотят использовать воздушный шар или самолет, способный летать в разреженной атмосфере. Такие устройства будут создавать небольшие воздушные взрывы. Согласно исследованиям, это поможет сбивать с пути низкоорбитальный космический мусор. Ходить под парусом тоже одно из наших любимых развлечений на Земле. Приятное путешествие на небесной яхте ученые предлагают совместить с уборкой мусора. Сейчас специалисты работают над проектом под названием «Паруса будущего». Они хотят развернуть на орбите большой парус с тросами для буксировки крупных кусков мусора. Система будет проводить подобную очистку за счет обмена импульсом заряженных тросов с ионосферной плазмой. По замыслу ученых, небольшой спутник в виде куба должен состыковаться с куском космического мусора. Затем, используя магнитную систему ориентации, ему предстоит стабилизировать крен. А после развернуть тросы и парус размером 5 на 5 метров, начав смещать объект с орбиты в нужную сторону. Британские специалисты создали еще одну концепцию мусорной регаты. Они хотят использовать собственную тягу солнечного паруса для вывода обломков на более низкую орбиту. Парус небесного судна будет сооружен прямо на орбите при помощи маленьких спутников, таких как наноаппараты STR-AND-1. Это, по сути, невидимые роботы, способные самостоятельно проводить работу в соответствии с заданной программой. Роботы вообще интересная тема. Если вы хотите поработать с ними плечом к плечу, то продвинутые модели вас уже ждут. Специалисты Стэнфордского университета создали робота-ящерицу, подходящего для роли мусорщика. По размерам устройство не больше бытового тостера, которое действует по технологии сухого клея. Крошечный робот станет выискивать мусор в открытом космосе и притягивать его, прочно прикрепляя к своей поверхности. Удерживать объекты ящерицы помогут специальные шипы шириной 0,1 мм. Даже гладкие объекты не ускользнут из ее цепких объятий. Робота уже испытали на Международной космической станции. Во время теста ящерица несколько недель висела на стене МКС. Эксперимент показал, что она успешно выполняет все задания в условиях микрогравитации. Также для проведения генеральной уборки можно воспользоваться роботизированным пылесосом, который разработали британские специалисты. С его управлением проблем точно не возникнет. Модель практически идентична нашим домашним роботам-пылесосам. Устройство способно самостоятельно обнаруживать объекты загрязнения, захватывать их и выводить на безопасную орбиту. Лазеры в последние годы тоже очень популярная тема. Они годятся и для эффективной уборки космического мусора. Японские ученые предполагают использовать их в паре с новым телескопом EUSO. Обсерватория, конечно, изначально не предназначена для утилизации мусора. Основная задача EUSO — регистрировать ультрафиолетовое излучение высокоэнергетических космических лучей в атмосфере Земли. Но мощная оптика и широкое поле зрения позволяет телескопу легко засекать обломки мусора, которые носятся вокруг МКС. EUSO предлагается оснастить лазерной системой, уже спроектированной для нового поколения ускорителей частиц. В этих лазерах используется массив из 1000 нитей оптоволокна. Сообща они генерируют мощный плазменный импульс. Ученые считают, что подобный удар замедлит кусок мусора. Обломок упадет на орбиту и сгорит в атмосфере Земли. В сочетании с высокоэнергетическим лазером EUSO, несомненно, станет высококлассным снайпером. И японские ученые уже занимаются испытанием его прототипа на МКС. Они используют 20-сантиметровую версию EUSO, а также мини-лазер из 100 оптических волокон. Если все пойдет хорошо, планируется установить на Международную космическую станцию 3-метровый телескоп и лазер из 10 тысяч волокон. Это позволит сбивать мусор с орбиты на расстоянии до 100 километров. Ну а в планах на далекую перспективу ученые называют вывод специальной миссии на полярную орбиту.
Там на высоте 800 километров сосредоточено больше всего мусора. Идея звучит очень привлекательно. Вот только неизвестно, как поведет себя расплавленный лазером металл. Несколько остыв, он может превратиться в смертоносную шрапнель и повреждать все на своем пути. Звучит как-то не очень. Не лучше ли просто взять и как следует окатить орбиту водой? Так дворники поливают в жару улицы городов. Специалисты компании спутниковой связи JIT Satellite считают, что это великолепный выход. Они хотят отправить в космос ракеты, заполненные водой, и выплеснуть ее на орбите. Образуется что-то типа озера, наполненного кристаллизовавшейся жидкостью. Мусор, попавший в эту среду, станет замедляться и сходить с орбиты. Воды у нас пока хватает, она относительно недорогая, тогда как производство спутников для уборки орбиты и их эксплуатация требуют огромных затрат. Вполне рабочий и экономный вариант. Есть еще один не особенно дорогой и совершенно неожиданный способ. Орбиту предлагается не очистить, а наоборот запылить измельченным вольфрамом. Но что за бредовая идея вместо уборки загрязнять наш ближний космос? Авторы проекта, ученые из Университета Калифорнии, так объясняют свой замысел. Следует выпустить облако вольфрамовой пыли на высоту порядка 1000 километров. Вольфрам, который почти в 2 раза плотнее свинца, значительно прибавит вес любому объекту, за который зацепится. Эксперты считают этот способ эффективным для уборки очень мелкого мусора, диаметром 20-50 мм, но в случае с крупными объектами он работать не будет. И потом такой метод может оказаться опасным, вызвав катастрофу действующих спутников. К тому же он способен повредить чувствительное оборудование вроде солнечных панелей. Следовательно, запыление орбиты можно рассматривать только как модель перезагрузки. То есть сначала придется вывести все действующие спутники, а затем с помощью вольфрамовой пыли провести генеральную уборку орбиты. Если вы думаете, что это самый необычный план избавления от небесного мусора, то ошибаетесь. Есть еще более экзотические сценарии, которые наверняка понравятся космическим путешественникам. Идеи напрямую связаны с нашим самым любимым занятием – полетами вглубь пространства. И сначала мы осмотрим Юпитер. Газовый гигант, не имеющий твердой поверхности, непригоден для жизни человека. Но это не значит, что его совсем нельзя использовать. Почему бы не отправить туда весь наш мусор с орбиты? И заодно прихватить и тот, что скопился на Земле. В конце концов, вряд ли мы сможем загрязнить эту огромную планету, зато она легко справится с нашими отходами. Юпитер имеет очень большую массу, поэтому его гравитация также безумно велика. Вместе с Солнцем гравитационное влияние Юпитера когда-то помогло сформировать Солнечную систему. Понимаете масштаб? Газовый гигант влияет на разные опасные космические объекты и не случайно называется пылесосом Солнечной системы. По расчетам ученых, планета испытывает примерно в 200 раз больше ударов астероидов и комет, чем Земля. Многие исследователи даже полагают, что он таким образом защищает внутреннюю часть Солнечной системы. Как выглядит Юпитер, если описать его простыми словами? Под густыми облаками находится слой водорода с добавками гелия толщиной до 25 тысяч километров. Он постепенно переходит из газовой в жидкую фазу. Четкой границы между фазами нет. Юпитер – гигантский кипящий котел. Атмосферное давление этой планеты способно раздавить любое живое существо за считанные секунды. Чем не естественный мусороперерабатывающий завод невероятного размера? Но чтобы доставить мусор на Юпитер, придется действительно постараться. Главная проблема – это стоимость. Затраты на любые космические проекты очень высоки даже при использовании беспилотных космических кораблей. Отправка грузов на Международную космическую станцию стоит около $20 тысяч за килограмм, и речь идет о пути примерно в 405 километров. Расстояние между Юпитером и Землей меняется в пределах от 588 до 967 миллионов километров. Представляете, сколько это будет стоить?
Вряд ли государственные космические программы позволят себе такое. Потому возьмем для примера Falcon Heavy. Это сверхтяжелая ракета-носитель Илона Маска, которую частично можно использовать повторно. Один запуск Falcon Heavy без груза стоит около $150 миллионов. Дополнительно ракета может перевозить чуть меньше 64 тонн веса, по $1500 за килограмм. Но это на околоземную орбиту. При отправке на Юпитер стоимость многократно возрастет, а объем груза уменьшится. Но, допустим, каким-то образом корабль все-таки достигнет газового гиганта. Мусор будет сброшен в атмосферу. Сам корабль уцелеет. Что произойдет с отходами? У Юпитера нет твердой поверхности, так что мусор просто провалится. До определенной точки. Чем глубже, тем выше давление и температура. В конце концов, они смогут расщепить мусор на мельчайшие частицы, которые станут частью Юпитера. Так что, есть ли способ доставить мусор на газовый гигант? Теоретически да. Можно делать это регулярно. Пока нет. Человечество просто не располагает нужными технологиями. И пока никто не видит смысла в их развитии. Тогда посмотри в противоположную сторону. Если Юпитер находится ближе к окраине системы, то в центре ее, конечно же, светит Солнце. Но как можно превратить в свалку наше светило? И вообще, подходит ли оно для таких целей? Теоретически подобный сценарий возможен, и Солнце даже можно назвать идеальным мусоросжигающим заводом. Это гигантская печка, способная уничтожить что угодно. Поскольку термоядерная реакция постоянно бушует в недрах звезды, она мгновенно испепелит любой обломок. И потом Солнце к нам намного ближе, чем Юпитер. В среднем от Земли звезду отделяет всего 149 миллионов 600 тысяч километров. В 4 раза меньше, чем Юпитер. Глупо этим не воспользоваться. Ну, как только позволят технологии. Тогда стоит открыть для мусоровозов к звезде постоянный маршрут. Есть ли еще интересные варианты? Конечно. Вспомним хотя бы про черные дыры. Без них наши путешествия проходят редко. Сейчас космические монстры нам тоже пригодятся. В чем их главная отличительная черта? Это области пространства-времени с настолько сильным гравитационным притяжением, что оттуда невозможно выбраться. Идеальное место для свалки мусора. Скинул его туда, и никаких проблем. Вот только мы точно не знаем, что именно происходит внутри монстров и как к ним вообще подобраться, чтобы не пострадать самим. Пока это темная область астрофизики, которая требует дальнейшего изучения. И лучше отложим идею с черными дырами на будущее. Остается еще один, на первый взгляд, самый незатейливый вариант. Почему бы просто не отправить мусор с орбиты в открытый космос? И никаких проблем. Только вот на деле все сложнее. Для осуществления этого плана придется собрать какое-то мегамощное устройство. Лучше с неограниченным источником энергии. Например, черпать топливо в магнитном поле Земли. Тогда можно подумать о том, чтобы собрать мусор на орбите и забросить его куда-нибудь в глубину космоса. Наверное, это получится. А вот как далеко в пространстве окажется весь хлам, зависит от силы магнитного устройства. Впрочем, это не так уж важно. С нашими отходами после их отправки будут разбираться разве только какие-то инопланетяне. Интересно, что бы они сказали нам по этому поводу при встрече. Наверняка то, что запикивают в телеэфирах. Это, конечно, скорее шутка. А если она и станет действительностью, то совсем не скоро. У нас пока нет реального способа отправки мусора далеко в космос, да и все другие проекты еще на стадии разработки. Однако эксперты сходятся во мнении, что меры нужно принимать прямо сейчас, иначе ужасный сценарий синдрома Кеслера станет неизбежным. Но раз он будет развиваться минимум десятилетия, шансы предотвратить катастрофу у человечества велики. Это будет одной из самых важных задач 21 века, которую наша цивилизация должна быстро решить. Мы не можем остаться без доступа в космос. Справиться с проблемой, несомненно, будет очень трудно. Никто не согласится вводить мораторий на запуск новых спутников, так что орбита с течением времени все больше станет походить на свалку. В то же время назвать ситуацию тупиковой тоже нельзя. Ученые активно работают над ее решением.
Мы-то увидели по количеству интересных концепций уборки орбиты. Вы уже подобрали себе какую-то по вкусу? Если нет, то поторопитесь. Вакансия космического дворника еще открыта. Пока. Ее в любой момент кто-то может занять.